Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, ну что, рынок у нас продолжает коррекцию. Многие говорят, что медвежий рынок уже начался. А давайте мы посмотрим, а что если действительно рынок начался переворачиваться уже в медвежку. И большинство, конечно же, альткоинов сильно скорректировались. Ну, биток тянет за собой. Монетка Пи минус 10%. Ё-моё, просто падает. Ну, как некоторые говорили, то, что биток будет 0, а альта будет перформить. Все в это, конечно же, верили. Весь 22 год, 23 год не покупали биткоин в свой портфель. Думали, что все, биток соскамится, альткоины будут на первом месте, эфириум займет место биткоина, но мы видим обратное. Буквально небольшое движение битка на минус 14%. Альткоины теряют, смотрите, биток потерял минус 14%, альткоины теряют 35, 24, 24, 35. И это только один раз они потеряли, потому как они схлопнулись, некоторые даже по минус 7 иксов. Минус 7 иксов. Если взять ту самую монетку Трампа, она сильно укаталась. Сильно просто укаталась. Смотрите, было 44 доллара, сейчас у нас 10 баксов. Ну, это просто трэш. Побрили всех знатно. Знатно всех побрили. И я думаю, что если эта медвежка начинается, то брить будут еще беспощадно. Потому как на медвежке просто будет все падать. Что бы ты ни купил, все будет падать, падать, падать. Ты будешь усреднять, докупать, усреднять, докупать. Покупать, усреднять, а оно будет падать, ты даже не выйдешь в ноль, вообще не выйдешь в ноль. Это только можно будет выйти в ноль на следующей бычке, не ранее, не ранее. Потому как я зашел был в 2021 году в рынок, тоже похоронил там большое количество денег, усреднял, докупал, и была возможность выйти, конечно, в ноль только 2 раза, в марте и в декабре. А что если действительно это был пик бычьего рынка? Как вы думаете, пишите в комментариях под видео. Что-то последнее время очень мало комментариев у меня под видео. И я что-то смотрю, нету негативных комментариев. Думал кого-то там забанить, а там нету негативных комментариев. Итак, что у нас по капитализации? 2 триллиона 700, ну опять сдули капу, все. Киты выносят деньги вагонами с рынка, хомяки, конечно же, заносят, усредняют, думают, что, ну, наверное, уже все-таки дно коррекции пройдено, дальше только вверх, а киты продолжают шортить, 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 полным ходом они шортят, конечно же, этот рынок. Рынок создан чисто для шорта, сразу скажу, чисто для шорта. Вот этот вот цикл, у нас был цикл чисто шорта. В любой точке вставай в шорт, в любой альткоин, и ты выносишь просто крупный капитал с рынка. В принципе, вот так вот. Эфириум 2000 долларов уже. Шикарно, просто шикарно. Ну, это просто трэш. Это просто трэш. Может, это так и нужно, я не знаю. Итак, альтсезон у нас 17 пунктов. Индекс страха жадности тоже 17. Здесь вот, если мы посмотрим, 20 у нас. Чрезвычайный страх. Ну, в принципе, это хорошо. Если собирается рынок разворачиваться, то он только развернется на страхе. Он развернется на бычку, на продолжение бычки, на страхе, но не на медвежку. Я считаю, что на медвежку рынок должен разворачиваться только на жадности. И в принципе, так и было по истории. Если мы посмотрим за всю историю, вот у нас была бычка, и здесь была жадность. Но фишка в том, что у нас здесь тоже была жадность. В декабре месяце тоже была жадность. Ребятки, тоже была жадность, но не было альтсезона глобального. Был только локальный альтсезон. И тут рынок развернулся просто в сильнейший страх. Может быть такое, что у нас такое состояние рынка, как это было летом 2021 года? Да. Ну и там будет продолжение роста. Будем на это, конечно же, надеяться. Итак, по комментариям. Выросли так выросли. Лопух. О, спасибо. Вот это уже начинаются негативные комментарии. Я, конечно, такое не поддерживаю. Но если будут оскорбления, сразу буду в бан отправлять. Трамп хорошо побрил лохов. У знакомого 3000 долларов побрили, у кого-то и больше. Да, вот такой вот у нас Трампушка.
Трампушка, я сразу говорил, что от него ничего хорошего не жди. Итак, сегодня самый прекраснейший день, солнечный денек, уже утро. Пишу я ролик, и, конечно же, утро нужно начинать. Ну, кто начинает с стакана воды, я, например, начинаю с стакана воды. Кто-то из стакана молока, кто-то из какао. Да, Трамп, конечно же, знатно всех побрил, знатно. Киты просто-напросто выбрили всех хомяков. Всех хомяков киты выбрили. Они просто-напросто выбрили. Всех выбрали, считаю. Ну, еще, конечно, не всех. Если мы действительно погрузимся на медвежку, то да. Спасибо, говорящая башка. Ну, я не говорящая башка, есть у меня видео, когда я полностью весь торс снимался. Так, ну когда примерно? Ну когда? Итак, будильник. Кровяшки будет море. Да, кровяшки будет море. Так, ну что... Аккуратно, это скам, считайте это так. Да, это скам 100%. Все это свершится, вещает из психбольницы. Все это свершилось, вещаю из психбольницы. Нет, я, конечно, еще не с психушки, но я думаю, что мы туда не попадем. Так, до 81к по битку и опять вверх. Что пропало? Ну, посмотрим, 81к или нет. Так, классное видео делаешь, успехов. В общем, мне кажется, что высчитывать циклы до конкретных недель, месяцев не совсем корректно. А вот если Q3, Q4 2025 года роста не увидим, вот это уже будет страшно. Ну так, ну что, друзья, а что если действительно мы погружаемся на медвежку? Давайте посмотрим некоторые показатели. Итак, доминация альткоина у нас на данный момент на самом днище. Вот, ну, тут уже просто днищенское днище, 8%. И в принципе, если мы, конечно же, так, доминация битка нам включилась уже. Если мы будем дальше куда-то еще падать, ну это будет уже, ну, понимаете, уже будет скам. Самый натуральный скам, там уже большинство альты будет скамиться. Как скамились Луна, например. Тут уже мы уже к таким ценам пришли, как это было в январе 2021 года. Даже вот опускались на, ну да, январские цены. И ну просто на днище болтаемся. Вот, на днище днищенском. Могут еще, конечно же, немножко вниз придавить. И тут у нас как раз стохастик. Вернее, не стохастик, а RSI тоже у нас конкретно разгрузится здесь. И видно по альткоинам то, что у нас здесь дивергенция. Альткоины ослабевают со временем. Слабнут. И по поводу краха Луны, да, давайте мы посмотрим. Луна у нас, вот у нас был крах Луны, вот он, май 22 года. Вот это вот был крах Луны. То здесь, если покажут такую вот тоже на недельке красную свечу, где-то в диапазон 7%, мы увидим скам большинства альткоинов. Большую свечу не нужно, где-то вот так вот 6,75. Вот это появятся уже скамы. Многие альткоины просто отрисуют после коррекции на 19%, если мы еще упадем. Многие альткоины отрисуют после вот этой вот коррекции еще одну такую свечу вниз, как Луна, и они просто соскамлятся. Там уже выбраться с этого момента уже будет нереально. Даже тот самый Starknet, если уйдет в диапазон 5 центов, ну это уже все. Я считаю, что это уже все. Никаких там $1, $20, как некоторые говорят, что он там будет, блин, на 100 иксов. Ничего там никто не увидит. Все это чушь, чушня собачья. Слушать просто это не хочется. Итак, по доминации биткоина. Стоим мы все-таки на хаях. Пилим длительный период времени. Поставили фитиль и уже находимся 35 дней. 35 дней в боковом распиле. Альту просто уничтожают. И может быть такое, что здесь у нас аналогичная ситуация, как это было, допустим, в 2021 году. Вот, давайте мы посмотрим.
перед падением тоже у нас здесь был боковой распил. Боковой распил, только он здесь длился намного дольше. Здесь у нас было 65 дней. Примерно еще месяц они могут пилить этот боковик. До 10 примерно апреля. Так что вот так вот нужно готовиться до вот этого вот распила, иначе просто-напросто, ну, ничего дальше ты здесь не увидишь. Также, что по поводу у нас, давайте-ка мы посмотрим, так, доминация биткоина, мы здесь открывали совсем другое, нам нужно посмотреть Total 3, давайте-ка мы посмотрим Total 3. Total 1. По Total 1 мы видим то, что уже конкретно провалились, вплоть до проторговки вот этой вот свечи. И тут уже, конечно же, ситуация вообще просто медвежья. Медвежья здесь ситуация. Очень здесь все жестко и медвежье. Также мы видим то, что по Total 3 у нас был альт-сезон вот здесь вот. Вернее, по Total 1 мы видим то, что здесь был альт-сезон, сильнейшая перегретость, и это было в марте. И еще это было в ноябре. 3 зоны. И у нас была медвежья дивергенция по RSI. Вот если мы посмотрим, вот у нас медвежий дивер. Если мы это все дело откроем на недельке, мы это все дело увидим вот так вот. Вот. Здесь у нас медвежья дивергенция вот, вырисовывается. Даже уже сейчас, смотрите, графики начинают потихоньку подрисовывать. Потому как у меня была линия вот здесь, вот касание раз, касание 2. Сейчас уже графики подрисовали, уже чуть-чуть вниз припустили. Вот мы сейчас с вами подкорректируем это все дело. Опять же, я думаю, то, что если будет еще одна волна роста, вот здесь вот она, то у нас вот так вот будет. Вот. Сделали мы касание, здесь тоже касание. И видно то, что даже вот этим вот графикам верить не нужно, потому как они их подрисовывают. Вот здесь уже они снизили вот этот зеленый горбик, они уже снизили. То выставим это все дело вот так вот. И видно то, что здесь действительно медвежья дивергенция. По тоталу мы, конечно же, очень страшно выглядим. Это все у нас выглядит на медвежку. Это просто выглядит на медвежку. Дивергенция есть, тотал спустили, альткоины просто укатали, все. Многие сейчас верят в то, что у нас там коррекция, нужно покупать, откупать, усреднять, то, что у нас будет в дальнейшем рост, но мы видим по факту то, что здесь дивер медвежий. Цена растет, сила ослабевает. Все, дальше нету никакого притока капитала. Есть еще одна надежда, то, что у нас будет еще одна волна роста, третья. Вот это вот самая сильная, самая мощная. И в принципе у нас здесь получается, если посмотреть по волнам, то мы в принципе уже здесь погружаемся на медвежку. Одна волна роста, вот она, одна волна роста, вторая коррекционная, третья, четвертая, пятая. Все, дальше идет 3 волны, вот так вот, отскок дохлой кошки и медвежка. Все, иначе никак. Ну вот смотрите, аналогичная ситуация была здесь. Одна волна роста, вот она, одна, коррекция, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну просто трэш, это просто трэш. Такую структуру рисует, что можно, конечно же, предположить, что у нас здесь было примерно вот это вот одна волна роста, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот так да. Вот это был бы самый идеальный сценарий. Мы его вот поставим зеленым. Это самый идеальный сценарий. Мы можем, конечно же, тут немножко почистить график. Уже, в принципе, мы пробили разные тут зоны. Они уже нам не интересны. Я, в принципе, придерживаюсь того сценария, что у нас будет еще одна волна роста. Еще одна волна роста будет. Пятая, заключительная. Потому как можно предположить, что здесь у нас была первая волна, вторая коррекционная, третья, четвертая коррекционная и будет пятая в диапазон 4,5 триллиона долларов. И тогда рынок будет повторять цикличность. Вот у нас хай, вот у нас дно. Повторять будет рынок цикличность. Мы придем в первый уровень 618 по Фибо
Бычий такой самый идеальный сценарий. Ну, еще, конечно же, второй уровень. Но может быть такое, что в этом цикле у нас все сломалось и дальше только медвежка. Может быть. Но мы это сможем увидеть только по факту. Спустя какой-то период времени. Вот если мы пробьем вот этот вот блок, который начинается с 2 триллиона 45, вот тогда да, нужно будет говорить о медвежке. Сейчас мы пока что потестили вот этот вот хай, который был в марте. И тут уже настроение, конечно же, меняется на рынке. И оно уже, конечно же, сменилось. Также, что у нас по Total 3? Давайте-ка мы посмотрим Total 3. Total 3 аналогичная ситуация, но Total 3 здесь чуть-чуть ситуация лучше, чем по Total 1. Остаемся мы в таком вот нисходящем канале. Вот так вот мы его можем подкорректировать. В нисходящем канале мы остаемся. И здесь тоже у нас медвежья дивергенция. Смотрите, вот, медвежий дивер. Тоже есть надежда на то, что мы здесь еще сделаем одну волну роста. Это было бы просто шикарно. Отрисовали они вообще капец просто это все дело. Тренд у нас конкретно сменился. Все у нас сменилось на медвежку. Не было здесь никакого у нас пробития, поджатия, ничего. Именно вот эта вот неделя полностью все поменяла в рынке. Потому как у нас были откупы, мы видим сильные фитили. У нас были откупы. Вот фитиль раз, два, вот фитиль сильнейший. А вот эта вот неделя была полностью поглощение этих откупов. И на рынке на данный момент преобладает продавец. Покупателя на рынке нету абсолютно. Нету покупателя. Так, я надеюсь, у нас со звуком нормально все. Да, как бы не хотелось бы, но покупателя нету. Давят, полностью давят. Притом у нас весной идут массовые разлоки. Сейчас у нас там Starknet разлачивается, Arbitrum, SUI, Aptos. Все вот эти новые проекты, которые выходили в 2023-2024 году, массово разлачиваются. Их просто будут лить в рынок. Если киты, конечно же, решат фиксироваться, они просто это все дело продавят в рынок и все. И, конечно же, многие киты, в том числе и манипулятор, они сейчас просто в шоке. Они давят рынок вниз, хомяк откупает. Давят рынок вниз, хомяк откупает. Мы еще продаем вниз, хомяк откупает. Да что ж такое, блин? У нас уже нету монет. У нас уже нету монет давить рынок вниз. Давайте мы сделаем новые проекты, уже свежие блокчейны. Вот и вся история сути крипторынка. Делаем новые блокчейны и все. А в тот момент у нас уже биток поставил 100 тысяч долларов. Все верят, конечно же, в альтсезоны, блокчейны, там какие-то супер цели, супер цены и все такое. Ну, посмотрим. Может быть, это все у нас поменяется. Конечно же, на рынке очень сильнейший негатив, страх. Но я думаю, что все у нас все-таки поменяется. Я помню, в 2021 году вот здесь тоже все кричали, что все пропало. Ну и потом рынок вырос. Правда, всех обманули опять же осенью, потому как все думали, что медвежки не будет. Вот это вот была медвежка, дальше только рост. И вот это вот будет коррекция. Дальше опять же рост. Весной 22 года рост, но весной 22 года мы не увидели никакого роста. Печально, конечно, на это все дело смотреть. Но у нас есть, конечно же, некоторые временные интервалы. И здесь по временным интервалам 520 дней после халвинга битка, как было это по истории, нужно все продавать. 520 дней после халвинга биткоина у нас будет примерно в середине сентября. И вот здесь вот в середине сентября, числа так 20-го, уже можно будет сказать точно, да, точно мы идем на медвежку. Может быть такое, что это цикл левосторонний, может быть такое, потому как первый хай своих целей биток поставил до халвинга битка, даже мы пошли на перехай. Всех, конечно же, обманули в этот момент. И вот буквально поставили следующий хай намного раньше. И это может быть такое, что цикл у нас здесь левосторонний. А дальше только медвежка. Я, конечно же, не хочу видеть медвежки, потому как мы просто соскамим все свои бабки там. Все. Но фишка в том, что медвежка не может начинаться на такой вот доминации альты. Она должна начинаться где-то выше там. Разве что в дальнейшем только скам, да,
потому что в дальнейшем уже никто сюда деньги не принесет в рынок. Вот что. Вот. Также давайте посмотрим некоторые активы. Давайте мы посмотрим монетки. И, эфир, смотрите, $2000, BNB 563, ниже, где я продавал. Solana 127, можно покупать. Ada Cardano 74 цента. Это вообще беспонтовый проект, я считаю, что Ada Cardano. Есть, конечно же, хейтеры сейчас там захейтят. Ой, ты что, Ada Cardano это... например, Solana показала хайп в этом цикле. Ada Cardano вообще ничего не показала. Я не знаю, ничего там не строилось. Sui 2.36. Litecoin 96, просто уже катится, уже все, Lite уже $100 даже его не удерживает. Bitcoin Cash тоже у нас там тон 2.67, Bybit 28, держится еще. Aptos 5.63 был 6. Pepe плачевное состояние, Pepe схлопнулась уже в 4 раза, тоже не очень хорошо. Трампушка $11, VLD 82 цента, это просто трэш. Золото держится 2915, Starknet 15 центов. 15 центов. Вера, конечно же, у старкнетчиков не упала, они дальше продолжают покупать его, но я его покупать не буду. Нет смысла уже. И смотрим. Это просто трэш, смотрите, друзья. Все, мы упали ниже зоны листинга. Вот мы с вами рассматривали Starknet. Смотрим это все дело на дневке. Да, многие скажут, типа, нужно покупать, у кого-то вера никуда не делась, но я уже все, покупать его точно не буду. Вот смотрите, листинг, да, вот, я его отмечал, эту зону листинга, говорил, что если мы сюда ниже упадем, здесь уже будет печальное состояние. Просто буду наблюдать, смотреть, что у нас произойдет. По RSI, да, конечно же, мы четко разгрузились. Здесь разгрузка конкретная. По метрике тоже разгрузка конкретная. Но вот здесь Starknet уже именно в зоне той самой зоне интереса. Вот здесь можно уже что-то там где-то присмотреться, что-то там прикупить. 3 февраля снесли всех. Лонги побрили знатно на Starknet. Колоссальнейшие просто ликвидации. Просто колоссальнейшие ликвидации. Вот здесь уже по Starknet начинают делать рынок. На данный момент начинают делать рынок. Если здесь есть кит, он будет это все дело в дальнейшем откупать. Если здесь кита нету, он его не откупит. И падение будет дальнейшее, знатное. Но для того, чтобы кит его откупал, здесь должен быть боковик. Также мы видим то, что здесь блок за блоком идет распределение. И больше ничего интересного нет. Раз блок, мы его с вами неоднократно разбирали. 2, 3. Вот у нас был блок сильнейшего сопротивления. И тут обратно же. Вот еще блок. И уже рисуют новые объемы. Вот уже по вот этим вот объемам желтые мы уже добрались практически до объемов, которые там в июле, летом вырисовывали. Вот у нас желтая метка, вот она где заканчивается. А эти летние объемы у нас заканчиваются вот буквально вот здесь вот. Осталось немножко. И здесь будут по низу объемы такие, как были летом. В принципе, распихали конкретно данный проект. Просто конкретно распихали данный проект. Это просто трэш. Также монетка USTC. И это считаю, что была манипуляция со стороны слез Сатоши. Загнал он всех, опять же, в монетку. Лонг, по всей видимости, прикрыл втихаря себе. И все. На этом всем деле закончилась манипуляция. Потому как у него не было никакого инсайда. Это просто был пост для хомяков. И все. Его, наверное, комьюнити. Да, друзья. Так оно все дело и произошло. Буквально не нужно много брать. Заходи на 50к баксов с 10 плечом. Дай инсайд. И здесь ты можешь забрать с 10 плечом более чем $500 000. Все. Вот на вот этом вот движении $500 000 забрали. И дальше все это дело опустили вниз. Потому как у планах манипулятора, по всей видимости, не было никакого
плана, чтобы дальше толкать данный инструмент. Здесь была обычная манипуляция, и здесь, по всей видимости, была только инсайдерская торговля. Все. Дальше. Монетка WhiteBit. Монетка WhiteBit довольно-таки неплохо держится. Один из интересных инструментов, который вывозит мой просто портфель. Но тоже, конечно же, поддается коррекции. Поддается коррекции, потому как против битка ты просто не устоишь. И здесь уже ситуация немножко непонятная. Если мы, конечно же, будем погружаться на медвежку, то WhiteBit уже желательно фиксануть. Смотрите, конкретно все перегрето по WhiteBit. Да, конечно же, хочется увидеть WhiteBit в диапазоне $60. Если бы у нас медвежка не начиналась бы, а продолжение было бычки, то WhiteBit в диапазоне $60 можно было бы, допустим, зафиксировать. Но тут, конечно же, понятно. То, что если биток будет падать, и, конечно, за собой потянет данный инструмент. Он тоже не устоит против движения битка. Разве что здесь могут отрисовать коррекционное движение, разгрузить индикаторы. И дальше будет еще одна волна роста. Но это будет, наверное, ближе к лету 2025 года. Вот так вот. К осени может. Вот что. Но WhiteBit сильно перегрет. У кого есть какая прибыль, кто его покупал, я за него неоднократно снимал видео. Хотя бы забрать нужно вложенные средства. Я вложенные средства забрал, переложил в другой альткоин. И тот альткоин укатался в коррекцию. Это очень плохо. Просто плохо. Сейчас, конечно же... есть бесплатная монета, не знаю, зафиксировать ли WhiteBit или нет полностью. Но тоже жадность. Хочется увидеть роста. Мы по факту не видели особо никакого альт-сезона такого шикарного. На дневке WhiteBit у нас преодолел новый диапазон цен. Это $30 с половиной. Сейчас уже откорректировался. Мы видим то, что если на дневке, то у нас здесь есть разгрузка. На недельке разгрузки нету. На дневке разгрузка есть. И может быть такое, что в дальнейшем здесь еще будет какой-то импульс роста. Посмотрим. Может будет импульс роста, уже начну фиксировать только частично. Пока я посижу, посмотрю. В принципе, вот так вот. Рынок у нас негативом навеивает. Но доминация битка на хаях. Эфир относительно биткоина на днище. Просто на днище. Эфир относительно битка на днище. Что у нас там эфир относительно битка? Ну, это просто трэш. Нету покупателя, друзья, нету покупателя. Здесь только инсайдерская торговля на крипторынке. Все. На рынке только инсайдерская торговля. Покупателя нету. Да, что-то поменялись значки на OKX. Вообще все серое. Не знаю, может это у них какие-то там минута молчания или что. Итак, эфир относительно битка. Давайте мы посмотрим. Проторговываем мы вот этот вот фитиль. Здесь идет распил. Ну, я думаю, что развернут они это все дело. Развернут. Все равно надежда умирает последней, как говорится. Длительный период времени эфир относительно битка падает. И, конечно же, никакого альт-сезона здесь быть не может. Ну, мы уже, наверное, вот здесь уже где-то на пороге. Я думаю, что еще могут обновить вот эти вот фитили. Вот эти вот фитили могут обновить. Посмотрим. Ну, разве что шлепнуться где-то там на 0,019, да. Посмотрим. Ну, в принципе, эфир относительно битка вообще похудел. Так похудел, что это просто капец. Слов нет. RSI и стохастик. Ну, уже просто смотрите. На недельке. Конкретная уже здесь разгрузка. Просто конкретная. Ну, сколько еще будут они давить, непонятно. Ну, может, я знаю. Ну, может, еще месяц подавят, пускай это все дело. Но пружина уже здесь конкретно сжалась. Здесь уже пружина так сжалась, что уже скоро она просто не выдержит и лопнет. В принципе, вот так вот. Медвежье настроение на рынке присутствует. Чрезвычайный страх. Я думаю, что если рынок будет разворачиваться, то с текущих это был бы идеальный вариант развернуться. Медвежку, конечно же, рисуют, но я в нее слабо верю.
Дальше посидим, посмотрим, что у нас будет дальше. Многие, конечно же, в комментариях пишут, нужно шортить, нужно переворачиваться в шорты. Ну, берите, шортите, кто вам не дает, боже мой. Я на фьючи не лезу, я не собираюсь там шортить, лонговать. У меня есть спот, все, мне до этого достаточно. У нас инвест-подход. Посмотрим, как у нас закроется март. Я думаю, что этот квартал будет самый негативный квартал для криптовалюты, потому как все ожидали, что это будет самый позитивный, но по всей видимости будет самый негативный. У нас уже 10 марта, уже третья часть месяца пролетела. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, ибо нужна поддержка. Мы должны идти строем, друзья. На данной прекрасной ноте заканчивать. Всем пока, до связи и мирного неба.